Рязанская область. Сосновый бор на песчаной дюне в пойме реки Оки. На этой сосне на высоте 15 метров поселилась пара чеглаков, небольших птиц из семейства соколиных. За их жизнью наблюдает орнитолог Антон Барановский. Сейчас он направляется туда. Месяц назад самка отложила 3 яйца, и сегодня должен вылупиться первенец. Чеглаки не тратят время на постройку гнезда, а находят пустующее в кроне деревьев. Выбор гнезда осуществляется крайне придирчиво. Лес, где оно расположено, должен быть светлым. Рядом должны находиться поля или луга для охоты. И обязательно водоем. Пара, ставшая героями нашего фильма, заняла пустующее гнездо ворона. Через день в гнезде уже 3 очаровательных птенца. Покрыты новорожденные чеглаки белым пухом. Скорлупу самка съедает, причем делает это не торопясь, с большими перерывами. Эту скорлупу она ела 2 часа. Чеглаки активно охраняют территорию вокруг гнезда. При приближении хищных птиц атакуют. В день вылупления младшего птенца к гнезду подлетела пустельга и сразу была атакована самцом. После появления птенцов первые 2 недели летает на охоту только самец. Самка обогревает и кормит малышей. Звонким гиканьем самец сообщает о своем прилете с кормом. Самец мельче самки. Недельные птенцы трогательно общаются друг с другом. Добычу чеглаки ловят на лету, причем между деревьями поймать не могут. Для охоты им нужно открытое пространство. Это знают мелкие птицы, поэтому не боятся подлетать к их гнезду. Семейство, ставшее героями нашего фильма, частенько навещала пеночка-весничка. Жила она в 50 метрах от этого дерева. Питаются чеглаки мелкими птицами и крупными насекомыми, стрекозами, бабочками, жуками. Стрекозы считаются особым лакомством. В сумерках охотятся на летучих мышей, но это бывает довольно редко. Ведь когда летучие мыши вылетают из укрытий, чеглаки уже сыты, а ради спортивного интереса они добычу не ловят. Чаще всего добычей сокола становятся те птицы, которые большую часть времени проводят в небе – ласточки, стрижи, жаворонки. Из густой травы птиц чеглаки выпугивают и ловят в воздухе. Птенцов и яйца из гнезд других птиц они не воруют даже в отсутствие родителей и крайне редко охотятся на мышей и других наземных животных. Однако пара, ставшая героями нашего фильма, кормила птенцов грызунами. В один из съемочных дней из 8 зафиксированных приносов корма в 5 случаях были полевки. Дело в том, что по соседству с чеглаком жили пустельги. И полевок наши герои, благодаря большой скорости и необычайной ловкости, отнимали у соседей. Когда молодым соколятам исполняется 2 недели, на охоту начинает летать и самка. Часто взрослые улетают вместе и охотятся. Роли при этом четко распределены. Один отвлекает добычу, а другой хватает. Преследуя добычу, чеглаки делают стремительные движения и показывают мастерство владения скоростными маневрами. Они очень четко оценивают скорость движения транспорта. Если, находясь на охоте, они летят навстречу движущемуся автомобилю, они не сворачивают в сторону, а в самый последний миг круто взмывают вверх и опускаются позади машины. Врагов эти пернатые практически не имеют, поскольку они быстрые и дерзкие. Лишь больные или слишком старые особи могут оказаться в лапах хищника. Даже больших птенцов мать кормит, разрывая добычу на мелкие кусочки. Отец время от времени прилетает посмотреть на потомство. Он уже кажется меньше детей.
Перед вылетом из гнезда птенцы разминают крылья. Приблизительно в месячном возрасте соколята покидают гнездо. Однако первое время они недостаточно быстры и проворны, чтобы самим ловить добычу. Родители обучают их мастерству охоты и подкармливают до осени. В сентябре молодые соколы готовы начать взрослую жизнь. Именно тогда они самостоятельно отправляются в теплые страны, чтобы будущей весной вернуться в те края, где когда-то родились.